Всем привет! Прошлое воскресенье ролик не выходил, извиняюсь, просто не было никакой возможности его сделать. Я в городе Вена, вот видите, гуляю, у нас тут лето-лето. Вот это у нас народный парк. Тут уже все зелено, тюльпаны и прочие цветочки, розы уже зацвели. Был на осмотре в больнице. Таком, там через неделю, там дней через 10 после выписки делается контрольный осмотр. Мне сделали рентген, говорят, ну как-то у вас все окей, и продолжаю, соответственно, восстанавливаться. Лечение заключается в том, что я ношу корсет, ортопедический корсет такой, трехточечный. Тут сирень у нас цветет. Вот. И в этом корсете я должен находиться, там они говорят, 3 месяца. Ну, вот это и есть лечение. Соответственно, гуляю по городу Вена, любуюсь здешними красотами и отмечаю, что тут изменилось с того момента, когда последний раз здесь вот так гулял. А дело в том, что как-то вот в Вене, после того, как мы поселились на озере, в Вене бывал редко и коротко. Так вот подробно у них таких вот приездов не было. Вот. И Вена изменилась. Изменилась, причем в лучшую сторону. Дело в том, что вот последние пару посещений таких, когда я гулял по улицам, что-то смотрел, мне бросилось в глаза, что было как-то грязновато, что вообще для Вены нетипично. Ну, для центральных районов, во всяком случае, это... Было как-то грязновато, было большое количество таких праздно шляющихся молодых людей восточной национальности. Ну, это беженцы, которые... Вот этот поток, они еще не нашли себя. И все было как-то немножко Вена, была такая... не очень гламурная, не как обычно. Сейчас ничего этого нет. Вот сейчас я гуляю по городу, город в великолепном состоянии, все чисто, все прекрасно. Молодые люди, которые вот до этого праздно шатались по улицам, уже, как правило, пристроились куда-то, чем-то занимаются. Я просто вот обратил внимание по сфере обслуживания, по магазинам, по кругом появилось большое количество сотрудников, вот как раз ребята из Сирии, из Афганистана, из таких стран, из Востока. Вот они работают как-то вполне даже по-немецки уже калякают. То есть все это произошло за прошедшие годы, которые прошли пару лет после вот этого нашествия большого, как-то вот все регулировалось. Я смотрю, город опять стал той самой Веной, которая мне нравилась. Я это с удовольствием отметил. Что еще бросилось в глаза? Вот раньше, гуляя по Марии Хилфер, в центре, постоянно была слышна русская речь. То есть было достаточно большое количество туристов из России. Я вам рассказывал в прошлых роликах, был такой туризм популярный. Приезжали буквально на шопинг. Прилетали в пятницу, суббота шопинг, воскресенье какая-то культурная программа, театр или какое-то мероприятие. И в воскресенье вечером или в понедельник утром улетали. То есть на Вену летало из Москвы 4 рейса. Каждый день 4 рейса. Билет стоил там копейки какие-то. Визы давали годичные без проблем. То есть все было как-то легко, весело, интересно. А сейчас ничего этого нет. Сейчас долететь до Вены стоит больше 1000 евро. Это через Баку или через Стамбул. Вот такие там полеты. Это там 8 часов занимает, а то и больше. С пересадкой где-то в Стамбуле, там 3 часа сидеть. Там это тихий ужас. А с визами все стало гораздо сложнее. И раньше было много таких туристов из России с пакетами всяких фирм, с Макс Марой, пальто от Макс Мары или всем прочим таким. И они шли по улицам, разговаривая по-русски. Но свято место пусто не бывает, и сейчас толпы других туристов ходят по улицам с пакетами Луи Виттон, та же самая Макс Мара, и так далее, и так далее. И эти туристы у нас китайцы. Из китайских туристов огромное количество. Их группы водят, потом они разбегаются на шопинг. Плохо тут китайский турист, который не несет пакет Луи Виттон. Почему-то Луи Виттон, не знаю, что у них в Китае нету. Я вообще-то в Гонконге я был. В Гонконге там, пожалуйста, все это в изобилии представлено. И туда как поближе, чем в Европу.
но у них, не знаю, у них просто паломничество. И вот по этим всем магазинам, по этим всем вот брендам, модным брендам, сейчас основной турист, основной покупатель – это китайцы. Ну, в каком-то абсолютно неимоверном количестве. Вот. А так, ну, Вена, концерты, театры, все как было, все по-прежнему. А сейчас будет короткая реклама, не отключайтесь, потом продолжим. Разумные инвестиции в ценные бумаги способны принести неплохой доход, но всему надо сначала научиться. Обучение предлагает компания BitMarket. В описании к этому ролику есть ссылка на вход в сообщество. Компания BitMarket организовала сообщество, где можно пройти обучение, получить необходимые консультации и начать процесс инвестиций. Все это бесплатно. Успехов! Ну, у меня, соответственно, план какой? Ну, я до июля месяца я просто сижу. Да, у меня много вариантов нету. Вот буду ходить в парк, наблюдать за голубями. Вот. Потом план зависит от множества других обстоятельств. Ну, прежде всего, конечно, от того, как у меня пойдет вот процесс. У меня в середине мая следующий контрольный осмотр будет, опять в больнице, опять с рентгеном, со всем этим делом. Вот, и там будем смотреть. После этого мне наверняка понадобится некоторая лечебная физкультура, ну что-то такое, какой-то еще цикл реабилитации. Вот, ну, я не знаю, может быть, я поеду к сестре в Чехию, как раз вон там в санаториях, позанимаюсь вот, всякой этой физкультурой. Может быть, в Италию. Вот, в Италии тоже прекрасно все это дело налажено. Ну, посмотрю, как будет, как пойдет. Отдельно предстоит решить вопрос с автомобилем. Вот у меня в субботу, вчера, вот, вышел ролик на втором моем канале. Там как раз я размышляю по вопросу, как мне быть с автомобилем. Ну, мне за руль нельзя садиться, как мне сказали. Ну, 3 месяца после аварии, ну, считайте, до июля месяца, да, я и не собираюсь, меня самого особо не тянет, да и в Вене машина, в общем-то, не нужна вообще. А потом все равно вопрос с машиной надо будет как-то решать. Ну, вот в ролике, который вот на другом канале, вы можете посмотреть, послушать рассуждения на эту тему. Там, кстати, здесь я показываю Volksgarten, это народный парк, народный сад в центре Вены. А в ролике на другом канале там у нас показан Шонбрунн. Там гуляя по Шонбрунну и вот оттуда съемки. И что, котики, котики, тут у нас красавцы наши. А мне их, конечно, не хватает, но я как бы, вот мне доставляют фото и видеорепортажи про их жизнь, вот, ну, любуюсь. Что поделать, мне их, конечно, немного не хватает. Они там прекрасно, у них все хорошо, они рады. У нас, к сожалению, у нас было лето. В начале апреля, вот до середины апреля, было какое-то, лето, вообще лето. Вот, там до 28 градусов. А сейчас как похолодало, и все стало нормально. Плюс 10-12 и регулярный дождик. Ладно, на этом все. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и пока-пока.